Друзья, привет! В этом видео я вам расскажу, как быстро вывести резиновый тростник. Как известно, на технических серверах резиновый тростник является эффективным способом для добычи резины. Значит, чтобы добыть резину таким способом, нам потребуется, во-первых, жердочки. Значит, жердочки крафтятся у нас из обычных палок из ванильного Майнкрафта. Далее мы находим какой-нибудь ровный участок, да, делаем себе такой вот канаву с водичкой и вокруг нее скапываем зону в радиусе 4 блоков. Сейчас скопаю эту зону. Значит, насколько нам известно с вами, да, в радиусе 4 блоков земля у нас увлажняется, да, прополанная. А все остальные блоки со временем у нас засохнут. Так, теперь давайте я выставлю жердочки. Так, начиная с края. Так, у нас вот там 4 блока, здесь будет у нас увлажняться. Давайте отсюда и начнем. Выставляем в таком порядке. Так, здесь у нас заканчивается зона. На самом деле все это можно делать в шахматном порядке, но я привык так, мне так комфортнее, соответственно, следить за выведением новых видов в селекции Industrial Craft. Так, вот такую конструкцию сооружаем. Дальше, соответственно, берем тростник и высаживаем. Так, раз. А тут мы замечаем, что у нас образовался сорняк. Значит, что мы можем сделать? Мы можем просто сломать эту жердочку и, соответственно, поставить ее заново. Либо мы можем воспользоваться таким вот совком для прополки. Правый клик, и, соответственно, у нас сорняк слетает. Дальше мы этот сорняк можем использовать для того, чтобы делать, например, биомассу. Так, высаживаем наш тростник. Так, высаживаем. Здесь вот еще сорняк образовался. Так, высаживаем дальше. Все. И в принципе у такого участка нам более чем достаточно будет для того, чтобы вывести хотя бы один резиновый тростник. Дальше мы ожидаем, когда у нас резиновый тростник вырастет, да, до 3 уровня. Чтобы следить, соответственно, мы можем воспользоваться анализатором агрокультур, правый клик, и мы, соответственно, в чате видим следующую информацию. Во-первых, название культуры, да, сахарный тростник. Следующая, значит, строка — это crop size, то есть именно как раз стадия роста. Всего их 3, значит, нам нужно дождаться 3. В принципе, резиновый тростник, обычный тростник растет достаточно быстро, то есть за несколько минут он уже дорастает до 3 стадии. Кроме того, здесь есть Nutrient Storage, это, соответственно, показывает, насколько запитано удобрение. Здесь есть удобрение, которое крафтится из утиль сырья и костной муки. С помощью него мы можем ускорить этот рост. Вот мы сейчас запитаем. Так, дальше, вот если мы сейчас уже нажмем, да, мы увидим, что, соответственно, Nutrient Storage у нас 99 из 100. То есть мы запитали, и он теперь будет расти немного быстрее. Кроме того, есть Water Storage, то есть потребность воды мы можем с помощью таких вот увлажняющих капсул, которые делаются в экстракторе из капсулы воды, также, соответственно, запитать водой, увлажнить. Так, видим, что теперь у нас, соответственно, Water Storage 200 даже из 100, то есть даже 2 порции у меня получилось. Дальше вид Egg Storage, это, соответственно, как запитка средством от сорняков. То есть если у нас пустые жердочки, мы можем вот этим вот запитать средством, и вероятность возникновения сорняков будет практически равна нулю. Ну, правда, естественно, с течением времени все это у нас уменьшается. Так, вот мы сейчас видим, да, у нас все. Вот, еще внизу у нас Grow Points, собственно, вот это вот, опять же, стадии роста на текущей стадии, да, сколько очков роста нам осталось. Тростник достаточно быстро растет, вот, но дождаться я все равно не буду, я перейду сюда вот к заготовке к моей, здесь вот аналогичную конструкцию собирал, здесь у меня уже все выросло, как видим, да. 3 стадия, мы можем приступать, собственно, к селекции, к скрещиванию. Берем, выставляем так вот жердочки, уже по 2 штуки, для того, чтобы у нас происходило скрещивание. Вот. Мы можем так скрещивать, соответственно, до 4 культур, да, с разных сторон. Вот. Здесь мы уже видим, что началось скрещивание, правый клик, и видим, что здесь у нас появляется сахарный тростник. Если нас не устраивает, мы можем сломать, поставить заново, чтобы, соответственно, получить целевую для нас культуру. Мы ожидаем получить резиновый тростник. Давайте здесь тоже все это выставим, вот, чтобы через какое-то время вернуться и посмотреть, что у нас получится. Так, все это выставляем. Так, здесь, наверное, сломаем, потому что здесь нет, можно просто эти посадить тростники. Тут просто у нас не с чем скрещиваться. Должно быть как минимум 2 культуры. Так, продолжаем. Все. И, соответственно, ждем какое-то время. Можно средством от сорняков воспользоваться.
чтобы, соответственно, сорняки у нас здесь реже появлялись. А можно и без этого обойтись. В принципе, здесь у нас, как видите, уже сорняк. Опять же, берем совок, либо ломаем жердочку, да, и восстанавливаем. Все, здесь вот тоже сорняк уже успел появиться. Очищаем, то есть пропалываем с помощью совка для прополки. Делается он достаточно просто. Это железные слитки и резина. Все пропалываем через какое-то время. Можно средством воспользоваться, чтобы эти сорняки реже нас доставали. Все. Ну и ждем какое-то время. Пока бегаем, там что-то на базе крафтим. Здесь у нас, соответственно, все это скрещивается. Приходим, проверяем. Если нас не устраивает, да, допустим, что здесь просто тростник появился, ломаем, ставим заново. И вот такими вот процедурами через какое-то время у нас обязательно выведется резиновый тростник. Вот здесь вот я заранее тоже все это высаживал. И как видите, у меня вот здесь вот уже появился резиновый тростник, да, правым кликом. Где-то у меня, кажется, еще был. Вот, пожалуйста, еще он появился. Тут у меня даже картошка вывелась, пшеница. Вот. Значит, что мы делаем дальше, когда у нас такой резиновый тростник появляется? Чтобы его размножить, самый простой способ, ну, либо взять, например, вот эти вот семена, допустим, сейчас если правым кликом выбью, ну, точнее, правым кликом если я щелкну, у меня просто выпадет резина, латекс, точнее. Если я левая кнопка мыши, у меня должны выпасть, ну, да, понятно, здесь я просто, давайте переключусь в режим выживания, продемонстрирую просто, как это все происходит. Вот здесь, например, возьму, вот если правый клик, да, у меня выпадает латекс. Вот, то есть именно то, что мы хотели. Если левый клик, у нас выпадет такой мешочек. Здесь даже нам повезло, выпало 2. Вот. Один мы, наверное, вернем. Можно так посадить, наверное. Так вот, один мы вернем. Так. А другой мешочек мы также можем взять, например, в анализатор, да, прогнать, посмотреть, что у нас там, какие гены. Про гены я, возможно, отдельное видео буду снимать. Вот. И дальше, соответственно, мы либо можем прямо вот здесь вот такую вот селекцию сделать, да, с другими тростниками. И с большим шансом у нас, вот если мы так вот 3 сделаем, здесь вот 3 скрещивания, у нас хотя бы один резиновый тростник выведется. То есть шанс уже будет намного быстрее, когда один из элементов для скрещивания у нас, собственно, сам резиновый тростник. А чтобы еще больше шанс сделать, мы можем здесь вот посадить, опять же, резиновый тростник. И когда мы будем резиновый тростник с резиновым скрещивать, там очень большой шанс, что выведется резиновый тростник. И вот так вот дальше, собственно, берем и размножаем, пока не получим вот такую вот, собственно, грядку, полностью состоящую у нас из резинового тростника. Что делаем дальше? Можем, конечно же, бегать и вручную собирать правым кликом этот латекс, либо можем воспользоваться таким вот сборщиком урожая. Значит, вот он как крафтится. Соответственно, он работает в диапазоне, значит, 11 на 11 на 3. Это означает, что вот если от центрального блока смотреть, у нас получается сам центральный блок. И, соответственно, по 5 блоков радиус у нас будет. Как раз у нас здесь с запасом даже хватает. Вот. И, соответственно, в высоту еще плюс 1 блок, и вниз тоже минус 1 блок. Вот. То есть здесь он как раз будет все собирать. Можно также устанавливать куда-нибудь, например, вот сюда вот, да, поставить, там и под него как что-нибудь подводить, какие-нибудь провода. Ну, пока я вот так вот продемонстрирую. Кроме того, если мы хотим добывать именно латекс, да, то надо обязательно положить сюда внутрь анализатор агрокультур. Иначе он будет собирать просто обычный тростник, потому что не будет его распознавать как именно резиновый тростник. Поставили, давайте запитаем энергией, например, панельку поставлю, хоп, и видим, да, он начал собирать. Все, он добывает. Вот у нас латекс появился, здесь есть внутреннее хранилище, можно еще сундук поставить, он будет сундук толкать. Можно, соответственно, уже куда-нибудь через трубу выводить дальше, это уже на ваше усмотрение. Вот, и все, через какое-то время он сам будет вырастать. Здесь еще можно поставить, соответственно, для более быстрого роста автоматизацию, да, там автоматически подавать удобрения и, соответственно, увлажнять. Но это я расскажу в другом видео. В принципе, одного такого сборщика достаточно, чтобы много латекса получать. Можно сделать несколько штук таких вот участков, но крайне рекомендую хотя бы один блок оставлять между участками свободным. Чтобы, если вдруг у вас где-то появится сорняк, и вы за ним не уследили, пока бегали где-то по базе, чтобы у вас вся селекция полностью не накрылась. Вот, пожалуйста, я тут выводил, видите, везде оставлял один блок, соответственно, дистанции. Вот у меня тут какие-то интересные, красивые культуры. Про них я тоже буду в следующих видео рассказывать, поэтому крайне рекомендую поставить лайк под этим видео, подписаться и нажать на колокольчик, чтобы новые видео не пропустить. Если вам понравилось, рекомендуйте друзьям, в комментариях пишите свои замечания. Жду вас в следующих сериях. Пока!